Приветствую вас! Большинство водителей, которые еще застали Советский Союз, помнят так называемые талоны предупреждений, на которых инспектор ГАИ мог сделать дырку за какое-нибудь грубое нарушение. Но для чего нужен был этот талон? Ведь существовали же права. Но прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем историю появления самих прав. Когда на улицах городов появилось все больше транспорта, остро стал вопрос правил дорожного движения. А раз появилось правило, то нужно было как-то контролировать их соблюдение. И впервые водительские права были разработаны во Франции еще в 19 веке. Именно в 1893 году Луи Лепин, преферент парижской полиции, выдал первые права. Выглядели они в виде обычной справки. Сдавать экзамен, чтобы получить эту справку, не нужно. Достаточно продемонстрировать, что вы умеете транспортным средством управлять. Первый экзамен на получение прав ввели в США в городе Чикаго в 1899 году. В Российской же империи права на вождение автомобиля стали выдавать в 1900 году. Водительское удостоверение содержало информацию о владельце транспортного средства и фотографию. А чтобы сдать экзамен, нужно показать хорошие навыки вождения и знания города. А в 1909 году Россия присоединилась к Международной конвенции о передвижении автомобилей. А это позволило выдавать права в едином международном формате, вплоть до революции. Именно появление Советского Союза изменило ситуацию. В СССР долгое время не могли разработать единую форму прав. Автомобилей становилось все больше и больше. Сначала водительское удостоверение использовалось для того, чтобы не только подтвердить навыки вождения транспортным средством, но и умение человека ремонтировать их. Проблема с документами усугублялась еще тем, что в каждом регионе Советского Союза они были свои. Только в 1936 году водительские права получили единый формат и стали называться удостоверением шофера. А в 60-х годах появилась единая система правил дорожного движения, когда Советский Союз снова присоединился к международным конвенциям. В 70-х годах появилась хорошо знакомая современным водителям пятерка категории управления транспортным средством. Именно тогда, в 60-х годах прошлого века, и появились те самые талоны предупреждения, в которых сотрудники ГАИ делали при помощи компостера проколы, когда водитель грубо нарушал правила дорожного движения. Такие как превышение скорости, нарушение правил обгона, нарушение правил проезда перекрестка и так далее. От количества проколов водитель с легкостью мог превратиться из водителя в пешехода. Достаточно было в течение полгода собрать 3 прокола от сотрудника ГАИ, чтобы у водителя отобрали права. А чтобы их обратно вернуть, нужно было сдавать экзамен. Такие талоны предупреждения с правами должен был иметь каждый водитель. И они просуществовали до тех пор, пока эта система проколов окончательно не ушла в прошлое в 1993 году, когда на смену и пришла система баллов, где каждое нарушение оценивалось в определенное количество очков. Если баллы достигают определенного порога, то человека лишали водительских прав. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего. Пока.